Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, ну, Трамп только что выпустил первую, наверное, за все время гневную тираду в отношении Путина. Ну, как гневную? Ну да, гневную, в общем-то, можно и так сказать. Сейчас я вам расскажу все по порядку. Там новости не только про Трампа, вот, но касательно Путина это интересно. Значит, в своей соцсети, называется Truth Social, Трамп выпустил такой приличный величины пост. И, собственно говоря, в этом посту он, ну, как обычно, набросился на Байдена и на Обаму за то, что они один допустил сдачу Крыма. Надо сказать, что в то время, когда был сдан Крым, Трамп тоже был президентом, ну, сразу после этого, да, с 16 года, и мог бы как бы посодействовать и влупить хороших санкций России и так далее, и так далее. То есть у него здесь тоже, как говорится, рыло в пуху, если так честно говорить. Не только Обама своей трусостью и нелепыми тогда неуклюжими и бесполезными совершенно санкциями на тот момент, вспомните, да, против какой-то компании из Владивостока, что ли, которая воду распределяла, они, значит, санкции вводили, ну, чушь, абсолютная чушь собачья, да, боялись пикнуть в отношении Путина. Вот, ну и Трамп же тоже ничего не сделал. Да, так вот, они все там отличились. Значит, он набросился в первой части этой заметки, он набросился на Обаму и на Байдена за то, что один ничего не делал, а второй допустил войну. Вот, как всегда сказал, что при нем этой войны не было. Но потом он продолжил следующую вещь, которая очень-очень занимательна для нас и интересна. Эта вещь говорит о следующем, что, цитирую, несмотря на все, что я там сказал, это то, что он пишет, несмотря на все, что сказано про Обаму и Байдена, у Путина не было причин стрелять ракетами по гражданским районам, городам и поселкам. Ну, он в cities and towns, то есть city это большой город, а town это ПГТ, по нашему мнению, да, у нас. По городам и поселкам за последние несколько дней. Что заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет прекращать войну. Он просто подкалывает меня. Ну, я сейчас так перевожу, как он. Он просто подкалывает меня. И должен быть, и к нему обращение должно быть по-другому, через банкинг или же вторичные санкции. Слишком много людей гибнет. Конец цитаты, да? То есть он говорит о том, что, видимо, с Путиным нужно обращаться по-другому, через банкинг, но он имеет в виду, наверное, запрет свифта и вот эти вот все вещи, то есть банки путинские прибить. Или вторичные санкции. Вторичные санкции для компаний, которые в обход санкций, значит, из третьих стран торгуют с Россией. Кстати, еще раз говорю, дорогой Трамп, вот в тех ракетах, которые прилетели по тем самым городам и селам, о которых ты только что написал статью, были десятки американских компонентов, причем таких конкретных компонентов. Это не из стиральной машинки наковырено, это компоненты, которые используются для создания оружия. Каким образом они попали? Каким образом они попали к Путину? Хороший вопрос, а? Замечательный вопрос. Но, скажем так, то, что Трамп вытянул язык из попы, и то, что он не просто написал «Владимир, стоп», а уже просто обозлился и такую уже тираду выдал, это говорит о том, что он, конечно, не разворачивает свою политику в пользу Украины, потому что он там написал, что... Да, он еще набросился в этой же статье на, как он пишет, леваков, на журналистов, которые, что бы он ни делал, пишут, что это плохо. И говорит, эти журналисты заставляют меня, значит, требуют от меня нелепых вещей, требовать от Путина отступить со всех захваченных территорий и передать Украине Крым. Это с его точки зрения нелепые абсолютно вещи. Нормально, да? То есть Трамп не уходит со своих позиций. Абсолютно нет. Он просто таким образом якобы подталкивает Путина к переговорам на тех условиях, которые он уже, значит, сообщил. Ну, что, Крым, Россия, что он там. Мы же все понимаем. Нету разворота политики Трампа. Нет. Он просто хочет с себя это снять, чтобы у него не было вот этой ответственности. Вот и все. Чтобы оно у него на горбу не висело. И хочет скинуть Украину, как говорится,
с плеч и заниматься другими, с его точки зрения, более важными вопросами. Ну, плюс, это же общение было у него с Зеленским до этого, да, и Зеленский рассказал, ну вот ты написал, что Владимир Стоп, да, после того, как попала по Киеву, поубивала здесь людей в очередной раз после Сум, после Кривого Рога, Одессы, да, блин, о чем мы тут говорим? Вот, поубивало же людей, и все. Он написал Владимир Стоп, а Владимир зафигачил вон. Опять то по Белой Церкви прилетело, по Каменскому прилетело, да, по Херсону на 12 раз прилетело, по Харькову опять прилетело, да, по Киеву же опять же летело. Ну, елки-палки, о чем мы тут говорим, да, то есть, как летело, так и летит. Вот, и, видимо, Зеленский ему выкатил фотографии с тех мест, вот покуда они там общались, которые уже пострадали от путинских ракет и путинских этих бандитов после того, как он написал Владимир Стоп. И вот он выкатил такой пост. Поэтому, если кто-то думает, что Трамп каким-то образом поменял позицию, Трамп не менял позицию. Ну, просто он хочет таким образом, как говорится, побыстрее сделать вот этот самый дил. Да. Значит, а звучит же интересно, да? Peace deal. Peace deal, да. Но peace это мир, deal это сделка. Вместе peace deal. Это я не матюкался, я просто вот. Вы же меня поняли, да? Ну, этому Трампу такие слова нравятся. А что я могу сделать, если ему нравится? Я просто цитирую. Да, это ж Трамп говорит, а не Полонский. Да. Он хочет заняться Ираном, вот, хочет заняться, да, там нефть, там бабло. И он хочет make deal с Рашей, с Россией, да, потому что там же нефть. В Крыму хочет Трамп Тауэр, наверное, золотой построить, сразу после Газы. В Газе построит, а потом в Крыму, да. Вот, и будут там бородатые танцовщицы танцевать. Видимо, Трампу это очень нравится. Ну, по крайней мере, именно такой вот они ролик в республиканской партии, значит, делали по поводу газа. Помните, да, было такое дело. Да, и он хочет, значит, сосредоточиться на более важных, чем Украина. Какая-то там Украина, с его точки зрения, значит, в вопросах, это Иран. А в Иране был большой бабах сегодня, да, ребята, я вам об этом не рассказывал, но у нас на телеграм-канале, ссылочка внизу, там есть несколько уже роликов из Ирана, порт Бендер-Аббас, морской порт, используемый КСИРом, корпусом стражи Исламской революции. Там сегодня был взрыв, ну, типа, друзья мои, как был взрыв, помните в Бейруте? Да, вот приблизительно то же самое было в этом самом Бендер-Аббасе. Значит, что бабахнуло, сами, да, сразу израильтяне сказали, это не мы. Никакого. Они, когда, знаете, когда это сделали они, израильтяне, они делают следующим образом, они тупо молчат. Никаких комментариев. Вот. А когда тут их не было, вот, они говорят сразу, не мы нифига не имеем отношения. И иранцы, надо сказать, их и не обвиняют в этой ситуации. Значит, туда зашло судно. Еще в конце января зашло судно, и, видимо, оно там продолжало стоять с 1000 тонн, даже больше компонентов для ракетного топлива. Но это сверхгорючая такая смесь. Вот по всей видео. Иранские власти говорят, что бахнуло химическое содержимое контейнеров. Но судя по размеру бабаха, то очень может быть, что вот это взорвалось как раз вот это 1000 тонн ракетного топлива. Для нас это прекрасный вариант, потому что это топливо не попадет в ракеты, и ракеты, соответственно, не попадут Путину. Вот. И вот тут такое дело. То есть для нас, в принципе, это, конечно, выгодно, что там вот это все пропало. Но нас там тоже нет. Это просто гойда. Мы к этому отношения не имеем. Скорее всего, это все-таки просто иранское головотяпство. В настоящий момент там порт, вот эта часть порта, где разгружалось вот это судно и была эта химия вся, она полностью уничтожена. Все сгорело, все разметало. Вот. Порядка 500 раненых, 4 убитых. Ну, конечно, их будет больше, потому что сами себе представляете, что это такое, когда такое количество топлива взорвалось. Вот. И, ну, посмотрим, что будет. Да, дальше. Теперь Индия и Пакистан. Тут продолжается между ними, значит, тяни толкай. Войны большой не будет. Но вот как выглядит война между Индией и Пакистаном в нынешних условиях, я вам покажу. Вот тут внизу, опять-таки, будет в описании к данному ролику одна ссылочка. Посмотрите, как оно приблизительно выглядит сейчас. Весьма любопытное зрелище, конечно, да, немножко смешное. Но... Так, да. Говорят, что и индусы перекрыли, значит,
перекрыли одну из рек, которая там Инд, которая идет в сторону Пакистана. Ну, ребята, перекрыть такие реки, как Инд или Ганг или еще что-нибудь вообще невозможно. Ну да, там есть плотина, ну ты закрываешь плотину. Ну, несколько часов, пока будет плотина наполняться, она будет закрыта. Вот. Потом ты все равно открываешь эти все створки, оно все польется снова, потому что, а как такую массу воды сдержать и где, самое главное. Пакистанцы, конечно, не преминули это использовать в пропаганде, сказали, вот они нам воду перекрыли, гады такие. Ну и, короче говоря, даже стреляли через границу. Но еще раз говорю, как они стреляют и что и как это происходит, можете, я же говорю, посмотреть на этом видео. Этим все сказано. Вот. Действительно, среди тех нападавших, откуда ноги растут, да, было убито 26 человек в Индии, которые отдыхали на одном из курортов горных в Кашмире. Все гражданские, конечно, и иностранцы были среди них. Вот. Ну, что индусы, им удалось, по крайней мере, они говорят, что им удалось идентифицировать двоих нападавших из тех, кто напал. Это якобы граждане Пакистана. Поэтому Индия так ревностно к этому отнеслась и вот позакрывала границы. Пакистан тоже со своей стороны позакрывал границы, запретил индийским самолетам летать на территории Пакистана. Ну, аналогично со стороны Индии, вы же прекрасно понимаете, там все сразу это значит, доводится до кипения такого вот. Даже несколько раз выстрелят друг в друга из пушки 152 калибра, а потом отдумаются и пойдут вместе танцевать это самое, что у них там, лезгинка, чердаш, ну я не знаю, индийские танцы, да, они любят и те, и другие. Вот, танец живота пойдут танцевать, вот, войны все равно не будет.